Марисоль Эстела Альва родилась 8 декабря 1992 года в городе Кахамарка, Перу. Друзья и семья описывают ее как жизнерадостного и трудолюбивого человека, который хотел помочь своей семье добиться успеха. Благодаря этой мечте Марисоль в 15 лет решила поехать в Лиму, чтобы учиться и работать. Когда она закончила школу, то начала изучать сестринское дело в институте. Девушка снимала комнату в доме, где жили другие люди в Сан-Хуан-де-Мирафлорес в Лиме. Несмотря на то, что она была далеко от своей семьи, она всегда помнила о них. И даже сделала татуировку с фразой «Семья, где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается». В начале 2012 года, когда Марисоль было 19, она начала отношения с мужчиной по имени Луис Эстебес, 29 лет. Он был вторым унтер-офицером в перуанской армии. Их отношения начались очень хорошо, но по прошествии нескольких недель он показал свой истинный характер. Луис был ревнивым, контролирующим и собственническим человеком. Он не позволял Марисоль встречаться с ее друзьями. Если они ходили на танцы, он не хотел, чтобы кто-то к ней приближался или чтобы она с кем-то разговаривала. Еще он не любил, когда девушка строила планы в одиночку. Также Луису не нравилось, когда она училась. Он постоянно писал и звонил ей, пока она была на занятиях. По словам нескольких одногруппников, Марисоль часто уходила из института, потому что он звал ее гулять. Кроме того, мужчина каждый день забирал ее с учебы, а по утрам привозил и внимательно за ней следил, что ей совсем не нравилось. Вдобавок ко всему этому, Луис не разрешал Марисоль ездить в Кахамарку, чтобы повидаться с семьей. Однажды семья девушки приехала в Лиму и поселилась в комнате, которую снимала Марисоль. И все было хорошо до тех пор, пока Луис не переехал к ней жить. Он постепенно выселил каждого из членов семьи и запретил девушке с ними общаться. Каждый раз, когда она хотела навестить свою семью, он придумывал отговорки. Говорил, что болен, что хочет провести с ней время, а однажды даже сказал, что его похитили. Мужчина исчез на несколько часов, а потом появился, как ни в чем не бывало. Семья, очевидно, этого не одобряла, и некоторые соседи сказали, что видели, как пара несколько раз ссорилась. Согласно тому, что Марисоль рассказала своей сестре, этот мужчина уже проявлял физическое насилие по отношению к ней. И она пришла к мысли, что должна прекратить эти отношения. В какой-то момент выяснилось, что Луис попросил девушку одолжить его семье 20 тысяч перуанских соль, потому что он хотел вложить их в бизнес. Марисоль дала ему деньги, но он их долго не возвращал, а со временем и вовсе отказался их отдавать. Тот факт, что он не помогал ей материально, также повлиял на то, что девушка больше не хотела продолжать отношения. Поэтому в начале 2018 года она решила раз и навсегда покончить с Луисом и продолжить жить без него. Но с этим расставанием возникло несколько проблем. Они оба все еще жили в комнате, которую снимали. Потому что он сказал, что не может позволить себе другое жилье и не хочет жить со своей матерью. Помимо этого, Луис неоднократно ходил рядом с институтом, где училась Марисоль. По камерам наблюдения было видно, что мужчина несколько раз проходил перед учебным заведением, а по журналу звонков девушки было видно, что он постоянно звонил и отправлял ей многочисленные сообщения. 28 ноября 2018 года Марисоль отправила голосовое сообщение своей сестре, в котором она сообщила, что переедет из Лимы в Уанука к Уилберу Варгасу, бывшему парню, который был у нее до Луиса. По словам девушки, если он будет хорошо к ней относиться, то у нее есть планы на будущее, и она верит, что с ним она сможет многого добиться в жизни. Ее сестра приняла это и сказала, что очень за нее рада. Затем Марисоль ответила, что она очень счастлива и пообещала позвонить ей через несколько дней.
Росмари, я хочу, чтобы ты знала, что сейчас я буду жить с Уилбером в Уанука, и я буду путешествовать, и я буду счастлива с ним, потому что он меня очень беспокоит. И ты знаешь, что мне это не нравится. Хотя они не разговаривали по телефону каждый день, Марисоль общалась со своей семьей через сообщения. Но после того дня она не присылала им никаких СМС, что привело ее родителей в отчаяние. Они попросили ее сестру Розмари узнать, где она находится, и позвонить другу или любому контакту, который у нее есть. К сожалению, единственным контактом сестры Марисоль на тот момент был Луис Эстебес, поэтому ей пришлось ему позвонить. Она связалась с ним в воскресенье 2 декабря и спросила, где находится ее сестра. Розмари знала, что они все еще живут вместе и что Луис продолжает ночевать в этой комнате. Он сказал ей, что не знает, где Марисоль. Она якобы сказала ему, что на выходных поедет в Кахамарку к семье. Розмари сказала мужчине, что знает, что сестра не приедет, потому что в среду, когда она с ней разговаривала, она ничего не говорила о поездке. Вместо этого она сказала ей, что будет в Лиме и все уладит. «Где Марисоль? Она же сказала, что приедет к тебе. Луис, не будь лжецом. Марисоль здесь нет. Правда? Ее там нет? Клянусь, ее здесь нет. Скажи мне правду, потому что я как раз думал туда поехать. Поэтому я тебе и звоню. Где моя сестра? Я звоню ей на мобильный, она не отвечает. Я хотела, чтобы ты передал ей трубку». В те выходные, когда Марисоль исчезла, в доме ее подруги проходила встреча, на которую приехал только Луис. На вопрос о девушке он ответил, что она осталась дома, поэтому в течение недели мужчина выдвигал несколько версий о ее местонахождении. Также было известно, что со среды, когда Марисоль разговаривала со своей сестрой, она не ходила на занятия. По словам нескольких одногруппников и самих преподавателей, в этом не было ничего необычного, девушка пропускала почти 3 дня в неделю, а во многих случаях даже целую неделю, потому что Луис Эстебес не разрешал ей выходить из дома. Кроме того, соседи сказали, что они неоднократно слышали, как пара ссорилась, и что мужчина много кричал и говорил ей, почему она разговаривает со своими друзьями. И даже было сказано, что Марисоль неоднократно выгоняла Луиса после их разрыва. Она выбрасывала его одежду из окна и оставляла его чемоданы у двери. Но по той или иной причине мужчина возвращался в комнату, не обращая внимания на ее слова. Марисоль боялась обратиться в полицию, потому что Луис был военнослужащим. Она думала, что они не станут ее слушать и что после этого мужчина разозлится и причинит ей боль. Пытаясь выяснить, где находится Марисоль, ее сестра подумала, что, возможно, она уехала с Уилбером, поэтому Розмари попыталась с ним связаться. Парень сказал ей, что не приезжал в Лиму в те выходные, и что, очевидно, он не видел Марисоль. Также он рассказал ей о ссоре, которая произошла у него с Луисом. Предположительно, Луис, выдававший себя за Марисоль, несколькими неделями ранее отправил Уилберу сообщение о том, что ему необходимо приехать в Лиму для срочного разговора. Когда парень приехал в назначенное место, он обнаружил, что человек, позвавший его, был не Марисоль, а Луис Эстебес. Он сказал, что около 1,5 часов говорил об отношениях, которые у них обоих были с девушкой. И что в конце концов Луис был очень расстроен, потому что Уилбер сказал ему, что они с Марисоль будут строить свою жизнь вдали от него. Считается, что именно этот разговор мог подтолкнуть мужчину совершить нечто ужасное. В последние недели Луис Эстебес вел себя более агрессивно по отношению к Марисоль и не хотел съезжать из комнаты. Стало известно, что он несколько раз говорил ей, что единственная семья, которая у нее осталась, это он. Луис сказал, что она должна забыть о своих родителях, братьях и сестрах, и что она должна провести свою жизнь только с ним в Лиме. Тем временем начались поиски Марисоль, но заявление о пропаже человека так и не было подано.
Полиция хотела подождать еще несколько часов, так как думала, что возможно, девушка ушла с подругой или у нее был другой парень, о котором она никому ничего не рассказывала, и что она ушла с ним, чтобы никогда не вернуться. Родственники были в отчаянии, поэтому они и их друзья начали искать Марисоль в районе, где она училась и недалеко от дома. Также они спрашивали других людей, которые ее знали, не видели ли они ее, но проходили дни, а новостей о девушке не было. 5 декабря 2018 года, за 3 дня до дня рождения Марисоль, было сделано роковое открытие. Группа мужчин приехала на пустырь с металлической бочкой. Они намеревались закопать ее и для этого привезли тяжелую технику. Это вызвало любопытство соседей, и один из них отправился на место, чтобы посмотреть, что происходит. Сосед сказал, что видел в общей сложности 5 мужчин, которые вырыли яму и хотели закопать бочку. Когда они увидели, что он и другие соседи приближаются, то очень испугались и уехали вместе с этой техникой, которую они привезли на участок. Техника была найдена брошенной в нескольких метрах от участка, и никаких следов мужчин не осталось. Соседи чувствовали себя очень дискомфортно из-за запаха разложения, исходящего от бочки, и они попытались вытащить ее из этой ямы. С помощью веревок и совместных усилий им удалось это сделать. Когда соседи вытащили бочку, запах стал еще сильнее, а когда они ее открыли, то обнаружили застывший цемент. Затем прибыли полиция и пожарные, которые разбили цемент и обнаружили внутри нечто ужасное. Труп женщины, который находился в состоянии разложения. И кроме того, на первый взгляд, из-за некоторых ожогов на теле они предположили, что ее облили кислотой. Тело забрали, чтобы провести соответствующие анализы и выяснить, кому оно принадлежало. Судебно-медицинская экспертиза установила, что жертва умерла от ножевого ранения в шею, а на теле было найдено несколько синяков и оборонительных ран. При анализе бочки было обнаружено, что помимо цемента на тело молодой женщины была вылита кислота. Именно поэтому у нее было несколько ожогов. Неясно, с какой целью была вылита кислота, возможно, чтобы избавиться от тела или чтобы оно быстрее разложилось. По словам судмедэкспертов, из-за цемента тело сохранилось немного лучше, но это все равно не помогло установить точную дату смерти. Для идентификации жертвы были использованы отпечатки пальцев и передовая 3D-технология, которая позволяет сфотографировать или отсканировать тело в морге, а компьютер по этим снимкам определяет характерные черты или то, как выглядело лицо человека. И по имевшимся у полиции на тот момент отчетам о пропавших без вести, тело удалось идентифицировать как Марисоль Эстела Альва. Давайте вспомним, что девушка не считалась пропавшей без вести и подвергалась риску. У полиции был только небольшой отчет со слов ее родителей, так как в то время офицеры считали, что она ушла с новым другом. После идентификации они поняли, что совершили большую ошибку, не разыскав ее. Полицейские начали спрашивать, у каких людей может быть мотив, чтобы лишить Марисоль жизни. Они убрали из списка Уилбера, парня, который был у нее в тот момент, потому что в то время его не было в Лиме. Оставшимся в списке человеком был Луис Эстебес, ее бывший бойфренд. Семья Марисоль считала, что именно он убил ее, возможно, из-за денег, которые она одолжила ему раньше, или потому, что он не хотел, чтобы девушка начала свою жизнь с другим парнем. Офицеры попытались найти Луиса в его доме, но его там не оказалось. Они также обыскали армейскую часть, где он служил, но там им сказали, что он в отпуске, так что они не могли поручиться за него. Они не знали, где он был, и не видели его несколько дней. Затем полиция начала обыскивать все места, которые Луис часто посещал, но опять никто его не видел. Это было очень подозрительно, и офицеры начали считать его главным подозреваемым в убийстве Марисоль.
Они обыскали комнату, в которой они жили в то время, и обнаружили образцы крови на кровати, а также несколько пятен крови, которые были вытерты, но были обнаружены полицией благодаря тесту на люминол. Кроме того, хозяин дома дал показания. Он сообщил властям о том, что в среду вечером он услышал, как пара ссорилась, а утром следующего дня видел, как Луис заносил в комнату синюю бочку. Затем еще через день мужчина увидел, как Луис и его отец выносят ту самую бочку. Полиция продолжала искать улики, которые могли бы связать Луиса Эстебеса с исчезновением и убийством Марисоль. Им удалось посмотреть несколько часов записей с мест, которые посещала девушка, но они уделили большое внимание месту, где она училась. На записи с камер наблюдения института они смогли увидеть, что за день до исчезновения Марисоль Луис приехал за ней, и что в день исчезновения было то же самое. Это были последние изображения, на которых можно было увидеть девушку. Также можно вспомнить, что в те выходные была встреча у подруги девушки, и что Луис сказал, что Марисоль осталась дома, так что уже можно сказать, что он был последним человеком, который видел девушку. В связи с этим был выдан ордер на арест и назначена награда в 20 тысяч перуанских соль любому, кто предоставит информацию об этом человеке. Но, к сожалению, Луис Эстебес до сих пор не пойман. Спустя год после убийства Марисоль в декабре 2019 года семья сообщила СМИ, что срок действия ордера на арест этого человека истек, и его нужно было продлить, чтобы он снова был включен в список самых разыскиваемых преступников в Перу. Тот факт, что ордер на арест должен был быть продлен, означал, что в течение нескольких месяцев Луис мог свободно перемещаться по стране, и неизвестно, воспользовался ли он этим временем, чтобы покинуть Перу. На данный момент прошло уже почти 4 года со дня смерти Марисоль, и до сих пор нет ни одной зацепки, которая привела бы полицию к местонахождению ее убийцы. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube канал и на другие социальные сети. Ссылки на них есть в описании и в закрепленном комментарии под видео. Не прощаемся.